Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, рядом со мной Сергей. Сегодня мы будем обозревать Penhaligon's, их ароматы. У нас есть набор из 10 сэмплов, так он выглядит. Сейчас вам открою его. Здесь небольшая книженция с описанием этих ароматов. И показаны как флакон, если бы вы покупали полный размер. Вот. Мне очень нравится, как выглядят флаконы у Penhaligon's. Они такие очень стильные, чопорные, можно сказать даже. Вот. Начну я с первого аромата. Называется он Empressa. Вот. Так мы вообще знакомы с этим брендом. У меня есть аромат из портретной линейки, про который я в будущем хочу записать отдельное видео. Я его очень люблю. Про аромат я ничего не подготавливал. Буду говорить про сам дом. Вообще это очень старый, древний британский дом. Был основан в 1860 аж году. Они, в смысле, с этого года делать парфюм стали или что-то другое? Получается такая история. Сам основатель этого дома, Уильям Генри Penhaligon, стал придворным парикмахером в этом году и парфюмером королевы Виктории. И создал для нее, вообще для этого дома Penhaligon's, в 1872 году первый аромат называется Хамам Букет. Он есть в этой подборке? Здесь его нету. А он уже снят? Или... Я про этого ничего не знаю, про этот аромат. Такая история. То есть это древний вообще бренд. Даже я не понял. То есть парикмахер сделал первый аромат для кого-то там, для Penhaligon? Я не знаю. Или вообще в честь него же назван этот... Парикмахер. Нет, парикмахер сам основал этот дом. Сорян. Я подробностей не знаю этого дома полностью. А я думал, Penhaligon's это какая-то типа а-ля семья, роялти, там все такое. Нет, но это, получается, Penhaligon's он создавал для королевской семьи, для английской, для Виктории ароматы. Был ее парикмахером. Вот, то есть такой непростой чувак. Ну и первый аромат Empressa. Цветочный аромат, сладкий. Очень сладкий для меня, очень цветочный. Я бы сказал, что для меня это роза. А для тебя? Для меня что-то другое. Для меня больше какой-то белоцветочный, очень женственный. Я розу здесь вообще не чувствую. Да, какие белые цветы? Возможно, здесь лилия, возможно, здесь ландыш, что-то, может, магнолия, тубероза, может быть. Ну, такое. Здесь нету белых цветов именно апельсина цветочного. Здесь я не чувствую цитруса. Ты чувствуешь цитрусы? Нет, как я сказал, я здесь ощущаю сладость, и мне кажется, это цветочная какая-то сладость. Ну, я ставлю на розу, на какие-то другие цветы, но белых цветов совсем не чувствую. Я все наоборот. Розу не чувствую, но белые цветы. Но мне кажется, это аромат для леди. Да, полностью согласен. И не английский. Да. Полностью согласен. На мужчинах я его вообще не вижу. Какие там ноты? Здесь... Так, это как называется? Empressa. Здесь заявлены ноты красный апельсин, персик, бергамот, мандарин и розовый перец в верхах. Вот совсем я никаких цитрусов не чувствую, но может быть красный апельсин, он сладкий. В средних нотах роза, ежевика, лист черной смородины, нероли и герань. То есть здесь... смесь разных цветов, и вот эта сладость такая ягодная. Вероятно, это ежевика, значит. И в базовых очень много, на самом деле. Нот пачули, сахар, ваниль, какао, амбра, альбанум, куча сладких нот, сандал и мускус. Короче, куча мешанина какая-то из цветов.
Вообще. Ну, красивая, она такая ладная мешанина. Красивый, да, красивый аромат. Приятный аромат очень. Я ему поставлю 8. Хорош. Следующий аромат называется у нас Endymion. Концентрация Eau de Parfum. Кстати, та концентрация у нас того аромата тоже Eau de Parfum. Вот. Чем же пахнет этот? Ну, наверное, здесь всех концентраций. Нет, там разная концентрация, да. Угу. Там даже есть колония один. Здесь, да, есть один колония де туалет и Eau de Parfum. Угу. То есть совсем с разных линеек своих собрали здесь, да. Угу. Ну, это тоже такой более как раз колониевый. Как по мне. Ну, кстати, да. Он такой фужерно-цитрусовый. Уже, да. Угу. Красивые такие здесь штучки. Как это называется? Уже забыл. Endymion. Это какое-то имя? Я не знаю. Если честно, мне не очень нравится вот этот аромат. Он какой-то пенобритвенный. Пахнет каким-то банальным люксом. Какой-то именно люкс еще недорогой. То есть из категории там, не знаю, Пакарабана, что-то, не знаю. Вот из этой серии. Этого уровня. Пахнет пенобритвенными. Вот. Я даже помню, что у меня у дедушки, когда у меня дедушка постоянно пользовался электрической бритвой, и вот мне пахнет много вот этой электрической бритвы, одеколоном таким каким-то советским. Вот, какую-то в эту сторону меня уносит. Ну да, на мой нос здесь цитрусы, возможно, лаванда. Есть какие-то цветы, есть что-то, наверное, зеленинка какая-то. Ну, в базе, может быть, опять же, сандал, мускус, что-то в эту сторону. Согласен, больше на мужчинах, чем на женщинах, но он не такой ядовитый, не такой ядреный, как одеколоны. Но он очень такой приятный, достойный советский аромат. Да. Мне особо такое не нравится, я не особо люблю. Я считаю, что это немного... Вот говорят, что есть возраст у аромата, и, скорее всего, я вижу это больше на зрелых уже мужчинах, там, после 40-45, возможно, даже к 50 годам, которые... Вот пока что я еще не дорос до этого аромата, можно сказать. Заявлен этот аромат как мужской. И действительно, верхние ноты лаванда, бергамот, мандарин, шалфей. Не в базе, в сердце кофе, герань. И в базе сандал, кожа, мира, куча всего еще, мускус, ветивер. Ну, это действительно фужерный, пряный даже немножко какой-то аромат. Я ему поставлю 5, возможно. Ну, это лично мое мнение. У меня есть 10-бальная шкала, да. Он, может быть, возможно, будет красиво звучать на ком-то. Да, вот лаванда, кстати, вот сейчас со временем стала солировать в этом аромате. Прям явная лаванда, которая характеризует мужские ароматы. Вот. Следующий аромат называется Halfeti. Концентрация Eau de Parfum. Это их самый популярный, насколько я понимаю, аромат, по крайней мере, на фрагрантике. Я уже его нашел, но пока еще не открывал. Но он в топе среди их ароматов. Halfeti. Я люблю этот аромат, мне он нравится, я до этого уже его разнашивал. Но он тоже какой-то мужской такой. Да, он чисто мужской вообще. И он очень такой специевый, он немного такой восточный, я так думаю. Чем-то вот в стиле амуаж. То есть такой восток европейский. Мне он нравится. Очень он стойкий. Он шлейфовый, такой диффузный. Много дерева я здесь чувствую.
Прям такой древесный, такая красивое очень дерево, такая смолистость, возможно, кедр. Я не помню вообще, какие там ноты, вообще не изучал. Мне этот аромат очень напоминает Straight to Heaven от by Kilian. Вот такая там хвойность очень похожа. И есть что-то здесь еще такое, не знаю, мятное, может быть, или такая свежесть, которая дает. Вот оно... Что-то такое. Помимо этого я чувствую, мне кажется, будет что-то а-ля бобы тонка, что-то сластинка такая есть. Возможно, ну, да, в основном это древесный аромат, ближе в хвойность. Ну, туда какие-то бальзамы пихтовые. Да, хороший. Но он приятный, действительно. На коже, мне кажется, будет классно. Такой создавать образ. Тоже такой строгий, я бы сказал. Такой деловой, да. Такой именно вот английский. Джентльмен. Да? Я думаю, ему надо соответствовать, так как дресс-коду. То есть ему... Я вижу, что он такой вечерний или, скорее всего, на деловой. То есть на работу. Вот на каком-то спортсмене, вот просто погулять, выйти как-то нет. Я думаю, надо соответствовать. Да. Ну и к тому же ароматы не самые дешевые. Хорош. 10 тебе, так понимаю. 10 полная. Из этого набора мой любимчик. Ну как же так? Ну да, это древесный, тепло-пряный и опять миллиарды нот, верхние ноты. Цитрусы разные, шафран, кардамон, средних, роза, мускатный орех, жасмин и в базе много-много древесины. Ут, кедр, сандал и, правда, бобы тонка. Есть амбра, кожа, мускусы. Но замес хороший. Мне понравился. Очень благородный, очень дорого звучит. Хорош. Так. Следующий аромат называется у нас The Favorite. Концентрация Eau de Parfum. Фаворит это типа, как, не знаю, любимый. Ну, насколько я помню, это женский аромат, фаворитка. Фаворитка. То есть фаворитка, как при дворце, что-то такое, у королевы. Если мне не изменяет память. Приятный. И вот он такой... Такой фруктовый. Немного чайный. Странный. Это чайность есть. Не разобрать. Бергамот. Вот, знаете, вот чай с бергамотом. Какая-то есть отголоски флорайку, знаешь, чайной. Ага. У Англии же есть культура питья. Именно чая. Но здесь для меня это очень цветочный аромат, и опять же сладкий, но не такой, как первый. У меня душные цветы. Вот я не люблю такое, когда тебя обнимает какая-нибудь такая тетушка, щедро облившись духами такими очень мощными. Ты такой, отпустите скорее. Цветы, и я еще ощущаю какую-то жвачность. Да, То вот. есть жевательная У меня резинка. то же самое. То же самое. Жвачность дает, скорее всего, лилия. Тубероза бывает. Тубероза дает. Ну или, может быть, фрукты, какие-то такие химические. Возможно, персик. Может быть, бергамот. Да, персик, клубника. Хороший аромат, я ему ставлю заслуженно 8. Мне будет приятно слушать от девушки. Окей, тебе приятно будет, когда тебя будут такие тетушки обнимать с таким ароматом. Мне будет приятно. Так, фаворит такой что. Классный. И вот он реально передает какую-то жвачку. Вот такая жвачность. Как будто вот во рту пожевал вот эту фруктовую жвачку. Прикольно. Он такой даже веселящий, придает какое-то настроение веселое. Так, нужно записать, потому что у них, оказывается, под 100 ароматов. Найти это сложно. Да, еще хотел бы сказать, да, у Пенхалиганса очень много ароматов, так как уже большая история у этого парфюмерного дома.
Вот. Очень много снятостей, за которыми гоняются. Мгм. Так, The Favorite Penhaligon's здесь заявлен как для женщин. И здесь много разных цветов. Вообще смесь. Фиалка, фрезия, мимоза, ирис, жасмин, мандарин, мускус, сандал, амброксан. Ну, такая вообще смесь невероятная на самом деле. И, ну, раз тебе понравилось. Хороший аромат для девушки. Я думаю, он вообще достойный. Он не отталкивает. И он в меру сладкий. Он не будет удушать. Следующий аромат называется из портретной линейки, которая есть у Penhaligon's. Duchess Rose. Концентрация Eau de Parfum. Это у них более дорогая линейка портретная. У них такие классные флаконы с крышками какого-то животного или птицы. Вот. И у меня уже есть в моем парфюмерном гардеробе один из флаконов. Я в будущем как раз планирую записать про этот аромат. Я его люблю, он мне очень нравится. Очень нравится флакон, аромат классный. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые видео. Будем благодарны, если вы подпишетесь. Я вообще обожаю этот запах. Здесь очень красивая роза. Он женский. Ой, вообще. Это The Coveted Duchess Rose, да? Очень красивый аромат. Я считаю, он хотя бы как бы посвящен вроде бы женщинам, но здесь такая красивая роза, даже я ее на себя наношу. Иногда, и она на моей коже очень красиво раскрывается. Это вот один из самых красивых розовых ароматов, я считаю. Вот. Ну, это очень такая нежная, прозрачная роза. Она неудушливая, на ней нету металлических оттенков. Она действительно такая утренняя, свежая, светло-розовая. У меня такая картинка. Английская учительница. Вот, не знаю, у меня вот такое... Сразу какой-то, может быть, типа Оксфорд, Гарвард, я не знаю, да, вот, которые в Англии находятся, университеты. И вот мне кажется, так пахнут именно вот эти молодые, красивые учительницы английские. Вот у меня почему-то такая ассоциация. С английской леди. Я ставлю 10. Вау. Что ж, он действительно заявлен как для женщин, но он розовый в первую очередь. И здесь 4 ноты: роза, мандарин, мускус и древесные ноты. То есть он в основном моноаромат. Роза. Любители роз, недушных роз. Да. Welcome. Очень класс. Очень красиво. Прям красивейшая роза. Вот. Следующий аромат. Это тоже портретная линейка. Один из их топовых ароматов из портретной. Lord George. Концентрация Eau de Parfum. Почему-то я не проникся этим ароматом. Не знаю, почему-то мне он не очень нравится. Ну, я тебе скажу, потому что полное название в списке вижу: The Tragedy of Lord George. То есть это трагедия Лорда Джорджа. Тебе не хочется никаких трагедий. Да, он какой-то очень грустный. Грустный? Такой меланхоличный аромат. Он не стойкий почему-то. На моей коже вообще. Час максимум держится и все. Тихий. Вот немного мылит. Такой мыльный. У меня ассоциация действительно такая банная. То есть, когда ты находишься в душевой или даже в бане, я не знаю, такое мыло у тебя есть, стандартное какое-то цветочное, альдегидное, лавандовое, я не знаю. И да, вот это оно. Я бы сказал, что такой профиль может понравиться многим, потому что это ассоциируется с запахом чистоты, в каком-то смысле, с запахом, когда ты готов к любым испытаниям. Да. Ну и почему трагедия?
Я не знаю, к сожалению, этой истории. И еще очень много перца черного. Чувствуешь специи? Ну, у меня есть такой эффект в носу, немножко так сковывает, возможно, это от перца, да, Вот но... прям хочется чихнуть. Очень, очень перечный. Ну, вообще мне трудно разложить прямо его на ноты, может быть, лаванда, может быть, древесно-цветочное, должно быть что-то, может, роза, сантал опять. Я не люблю мыльные ароматы просто. Вот, это не мое. Вот. Я ему поставлю 4. Вот. Ну вот никак. Трагедии, пожалуйста, без Мимо, нас. мимо, да. Трагедии мимо. Всего 4 ноты, как ни странно. И, слушай, здесь заявлено бренди. Амбра, бобы тонкая, древесные ноты. Никакого мыла. И никаких специй. Нет. Но он древесно-амброво тепло-пряный. Ну, то есть люди здесь слышат что-то, какую-то специевость, но должна быть бренди. Может быть, бренди так пахнет. Он вообще не алкогольный. Ни капельки алкоголя здесь нет. Я в том-то и дело, то, что здесь заявлено, я вообще не чувствую. Да, древесность здесь есть. Сладость бобы тонка есть. И сладость здесь умеренная, тоже такая деликатная. Но бренди, извините, здесь точно нет. Ну, как-то ноты вообще мимо пошли. Да. Следующий аромат. Бленхайм букет. Eau de Toilette уже другая концентрация. Как я знаю, этот аромат очень старый. Он 1902 года. И этот аромат очень любил наносить на себя Черчилль. Уинстон Черчилль. Это был его любимый. Черчилль. Плохо я историю знаю. Это был... Премьер-министр Великобритании. Он во время войны был, да? Да. Цитрусовый? Вообще очень крутой чувак был Черчилль. Не спорь. Цитрусовый, да, аромат? Прям во многом. Прям такой лимонище. Очень много лимона. Цедра лимона, прям киселющий лимон выжали, красивый. облились. Классно. Ну, неплохо. Прям такой лимончик. А как он дальше, если ты его разнашивал? Он, к сожалению, да, он не особо стойкий, так как это лимонный. Здесь очень много цитрусов. Он 2-3 часа держится. Ну, он хороший аромат. Немного, конечно, он такой ретрово пахнет, звучит. Здесь такая, знаешь, одеколонистость, что ли, да? Не знаю, для меня цитрус не звучит ретрово. И признаться, я кроме лимона здесь ничего не чувствую. Ну, то есть это такое винтажное. То есть вот он немного винтажный, несовременно звучит. То есть вот аромат того времени, можно сказать. Пробивается сладость. Ставлю на амбровую подложку. То есть будет немножко сластить и давать такой а-ля коктейль с лимончиком и сахаром. Да. И, кстати, возможно, здесь есть мох. Этот зеленый мох, который очень сложно отличать от древесины, да, бывает. Возможно, здесь есть мох. Ну, вот есть что-то такое звенящее, да, может быть. Это Blenheim букет. Да, Blenheim букет я ему ставлю. Я даже не знаю. 8. Хорошая. Столько лет этому аромату, и он до сих пор выпускается. Класс вообще. Заявлен как для мужчин, и ноты лимон, лайм, лаванда. И где-то в базе будет сосна, мускус и черный перец. Ну, по сути, он действительно фужерный. Лаванда, цитрусы и какие-то хвойные ноты. Ну да. Достойный аромат. Вообще класс. Вот с утра палиться, и он на все случаи жизни, я думаю. Хорошо, он никого не удушит. Спокойно можно наносить на работу, в офис, там, даже в спортзал. Он такой довольно-таки деликатный. То есть вы никого не удушите. Можно поливаться спокойно. Следующий аромат называется Juniper Sling. Концентрация Eau de Toilette. Juniper Sling.
Как это переводится? Я точно не помню. Вставишь и видео. Мне еще нравится дизайн у флаконов. Они еще такой, как бабочкой такой, вот знаете, вот, который надевают вот здесь. Галстук бабочка. Да, галстук бабочка. Очень красиво и так по-деловому выглядит. Но вот это уже поинтереснее, чем предыдущий. Он тоже цитрусовый, но сложнее. То есть, если там, очевидно, цитрусовый, немножко фужеристый, а здесь что-то какой-то... Нужно время. Более современный, можно сказать. Он более сложный, раскрывается так постепенно, меняется. Наверное, нам дало бы подсказку, как это переводится. Дай-ка я гляну. Juniper Sling. Но ничем не хуже. Он ничем не хуже предыдущего Blenheim Bouquet. Кстати, я как знаю, что Blenheim Bouquet был назван в честь дворца Бленхейм. Был создан для герцога Мальборо и назван в честь дворца Бленхейм. Ну, по поводу Juniper Sling, Sling почему-то так и переводится, а Juniper это можжевельник. То есть, по идее, здесь должно быть что-то хвойное такое. Но что-то есть, на самом деле. Что-то немного, знаете, такая отголосок молекулы. Вот Какой молекула, по-моему, 5-я. 5-я такая, она более хвойная. А, по-моему, можжевельник есть. Вот что-то есть, какие-то отголоски с 5-й молекулы, похоже. Ну, красиво. Вот затухает, слетают цитрусовые ноты и начинает какая-то мягкая даже база. Помимо можжевельника жду еще какой-то другой древесины. Может быть, и кедр. Такой свежий. Он очень такой озоновый. Как будто пахнет хвойным лесом. Хорош. Я ему поставлю тоже 8, он ничем не хуже Blenheim Bouquet. Ничего большего не могу сказать. Посмотрим ноты. Так. Я думаю, кстати, он еще универсален. Он подойдет как и девушкам, так и мужчинам. Тут так и заявлено, но он фужерный, свежий, пряный. Ягоды можжевельника, апельсин, ангелика и корица. Перец, кардамон, кожа, корень ириса. И в базе ветивер, сахар, амбра и вишня. Вишня? Вот так вот. Ну, вообще вишню здесь не чувствую. Ну, потому что в базе нужно подождать, нанести на себя. Хороший аромат. Следующий аромат называется Луна. Концентрация Eau de Toilette. Луна это, наверное, что это? Не представляю. Ну, по-русски-то это луна, но... По-английски The Moon, луна. Луна. Какое-то имя. Наверное, имя, да. Очень приятное имя, свеженькое. Цитрусы. Цветы. Белые цветы и зеленые белые цветы. То есть это фужерная цитрусовый белоцветочный. Очень приятный. И, возможно, и роза есть тоже. Такой букет цветов здесь заявлен. Прям. Очень свеженький, красивый. Немного пахнет, когда вы заходите в цветочный магазин. Вот такое разноцветочность и ароматов там в воздухе. Может быть, фрезия даже. Есть такое немножко сладкость, но не фруктовая и не сахар. Ну, цитрус. Здесь есть цитрус. И, по-моему, апельсин или мандарин. Да, такое. Скорее всего, даже мандарин. И... Красиво, мне нравится. Да, мне тоже. Такую тетушку я бы обнимал часто. Но больше в женскую сторону. Ну да. И мускуса. Здесь чувствуется явно мускус. Ну и мускус приятный, такой белый. Такой хороший мускус.
Немного такой шерстка животного, кошечки. Я иногда люблю носиком впиться в эту шерстку кошки, и это же приятно пахнет. Не против кошка, надеюсь? Не знаю, к сожалению, ничего не говорит. Молчит. Молчит, терпит. Ну что там? Красивый аромат, я ему даже поставлю 9. Мне он даже заинтересовал. Хороший, достойный. Он цитрусово-фужерный заявлен. В верхних нотах апельсин, лимон, бергамот. В средних нотах жасмин, роза, опять можжевельник. И в базе пихтовый бальзам, мускус и серая амбра. Он заявлен как унисекс. По голосам на фрагрантике он больше в женскую сторону. Ну, так и есть, да. Так и, по сути, мы его разложили по нотам. И последний? Последний у нас Куверкус. И здесь концентрация уже от деколонь. Вот. Сейчас как вдарит в нос. Куверкус, по-моему, это что-то с цирком связано, нет? Нет, я не знаю. Ну, циркус это... Циркус. Цирка. Куверкус. Опять, может, какое-то выдуманное название. О, а это уже пахнет... Ну, тоже цветочно. Цветочно. И пахнет немного такой чистотой. Таким стиральным порошочком чуть-чуть есть. Скорее всего, цветки нейроли. Может быть, альдегиды. Потому что порошковость это. Опять цитрусы, опять цветочки. Ну, и действительно одеколонный. То есть освежиться, побрызгаться после душа, либо утречком. И... Ну, для меня это унисекс. И он, кстати, не мощный. То есть он не убивает тебя, не оглушает. Такой очень достойный одеколон. А мне что-то не очень нравится, на самом деле. Пахнет немного дешево почему-то. Не любишь одеколоны? Нет, почему? Я к одеколонам отношусь хорошо. Он пахнет больше в мужскую сторону, пахнет каким-то фужером, да? Возможно. Тоже каким-то пенно-бритвенным таким ароматом со временем начинается. Уже вот эта чистота, она уходит со временем. Больше вижу какого-то малого парнишку, не знаю, студента. Он какой-то, не знаю, какой-то обычный. У меня еще появляется слабость со временем, он заслащивается все-таки. Уходит от фужерной в цветочную, и это будет либо сладковатая роза, мы такое видели здесь в предыдущих розах, ну, либо какой-то фруктик типа персика. И поэтому он для меня будет все-таки унисекс. Здесь и такие-сякие ноты, и сладкие, и фужерные. База какая-нибудь опять амбровая, древесная. Интересно, какого года? Мне вот он пахнет ароматами 90-х. Вот в 90-е было мне кажется, популярный. Он старый. Сейчас взглянем. Да, вот может быть он 90-х годов? 96-го года. Да, и он цитрусовый, белоцветочный. Лимон, лайм, бергамот, мандарин, ландыш, жасмин, кардамон. И в базе дубовый мох, сандал, мускус, гальбанум и амбра. Заявлено как для мужчин, так и для женщин, а по голосам пользователей чуть-чуть перевес в сторону мужской. Ну да, вот он больше мужской. Какой-то отголосок вот студенческих времен. Вот что-то подобное у меня было. Вот. Ну, какой у тебя... Давай топ-3 аромата у этого сета Пенхалиганс. У тебя какой? Могу дать подумать. Ну, я уже определился, а ты определился? Да. Давай по очереди. 3-3, 2-2. На третьем месте, наверное, вот этот аромат называется Луна. На удивление, очень красиво звучит. Это вот... хорошо. Это
цветочный магазин, пахнет разными цветами, очень приятно. И также пахнет мандаринами, цитрусами какими-то, которые поднимают настроение. Я бы с удовольствием бы его бы нанес с утра, к примеру. Класс, хороший аромат. Вот на третьем месте у меня Луна. Вот, у тебя? У меня на третьем месте третий с конца. Это какой-то, как он назывался? Juniper. Juniper Slim. Мгм. Но он очень тихий стал на блотере. Какая-то слабая древесная база, и цитрусы остались чуть-чуть. И поэтому, не знаю, выбивает он мне в итоге из топа. Но изначально он мне очень понравился. Надо Мгм. поносить, посмотреть. На втором месте у меня Duchess Rose. Очень красивая роза. О, это вот английская учительница Оксфорда. Не знаю. Очень нравится. Я его, даже этот аромат люблю наносить сам. Несмотря на то, что он очень розовый и цветочный. Вот дома ходить, вот себя даже ощущать, так как там есть древесная такая база. И на коже красиво раскрывается. Он такой очень уютный. И я, наверное, его очень часто вот носил осенью. Очень нравится. Это одна из красивейших роз, которых я знаю. У меня на втором первый здесь аромат Импресса. Он такой цветочный, немножко жвачный. Для девушек я бы посоветовал посмотреть на него тоже в дополнение к Duchess Rose. Мгм. Но мне он достаточно приятный. Ну и давай, наверное, третью скажу, и ты завершишь. На первом месте у меня третий аромат. Это Halfeti. Мне он очень напомнил Straight to Heaven. Мне нравится такой профиль, как Straight to Heaven by Kilian. Классный мужской древесно-фужерный аромат. Полностью с тобой соглашусь. У меня тоже Halfeti. Считаю, один из самых красивейших у этого бренда, у Penhaligon's. Он очень благородный, очень интересно звучит. Такой восток. Красивейший. Я не люблю вообще марку Amouage. Не знаю, сколько раз подходил, мне ничего особо там не нравится. Вот что-то подобное есть. Я считаю, что это ничем не хуже, чем Amouage. Если вы любитель амуажей, присмотритесь к этому аромату, и он, возможно, вам понравится. Он очень, очень красивый, не знаю, мне он очень нравится. Ну и на фрагрантике он тоже по популярности самый первый. В принципе, мы солидарны с этим, получается. First Из number этой one. линейки один из самых классных. Да. И самый стойкий. Вам спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилось. Вам удачи, хорошего настроения, классных ароматических путешествий вам желаем. Всем goodbye.